а толку от этого нет. Я это не понимаю, типа, знаешь, игроков, которые говорят: вот, у меня счет, блядь, 15-0, но при этом я проебал катку. Это значит, что говорит о том, что ты, блядь, не играл в команде? Так, а может, наоборот, как раз-таки он-то и играл, а команда не поддержала, не? Да хрен его знает. Это вот у меня есть такой, я профессионал, пиздец, вот Гена, который с нами играл. Я там в варде каждую монетку считает, там что-то придумывает, в файты не лезет. Ну и хули толку от тебя, если вся команда дерется, а ты один посчитал, что это, блядь, файт ненужный. Пусть, ну, хотя бы что-то бы тогда уже сделал, вместе со всеми слился бы уже на крайняк. Так это больше Все равно, фит получился. но все равно ничего не сделал, в конце концов. Он, блядь, сидит, мы с ним играем в рейтинге, он сидит, считает э, урон, блядь, когда нам хватит шотнуть, короче, типа, нет, тут, ебать, 20 урона не хватает. Я говорю, ну, блядь, ну тычкой дадим эти 20 урона, ты ебанутый, блядь, что ли? Не, ну это уж перебор, конечно. Это уже перебор прям. Мгм. Ой, Просто, удачу нажал. просто толку нету от этого. Ну, вообще-то, когда их разделяешь, вот, допустим, с Саньком или с тем идешь, нормально, блядь. Макс специально начинает подставлять, по-моему, блядь. Ну да, у него такое бывает. Ну, опять я это писал. Так, а на ком бы мне сыграть-то? Ты мидер, да? Угу. Кто я тогда? Ёб твою мать, Руслан! Да не разговаривает он голосовой записал. Все, на, смотри. Маш! Почему им дали инвокера, а мне нет? Что за... секунд. Как это работает? А, да, кстати, я тоже не понимаю. Осталось 5 секунд. Как это? Сразу выиграем одну, потом уже будем писать. Бредятина. Ну я выбрал, он выбрал, ну запретите вообще тогда его. Нет, ему дали, мне нет. Дядя Слава спрашивает, что у тебя лежит этот твой диплом, там вот это все в этом. В Армане. Откуда? Короче, у меня Руслан забирает телефон, и там дядя Слава вот это спрашивает. Сама позвони ему, скажи. Скайра Смейдж. Сейчас я его порву. Нагрел до туста. Он тоже в арт взял, блядь. 30 Ничего секунд себе до он начала там, блядь. сражения. А я тогда зачем Так и купил? сделаю. Ну, не Ага, я знаю, щас- Дмитрий, не знаю. Все, я продал. Все, я продал. Все, заебись. Дмитрий, блядь. Анатолий, бля. Ага. Всему Да, это свое смешно. время. Битва начинается. Ну, Ох заберите. ты, Я нифига себе поклялся там. сражаться со злом Это вот я везде, второй скилл прокачал, где какой смогу. молодец. Всех троих замедлил сразу. И все три в маледикт попали. Там еще дальше вы пиздите Ну, кто-то кого-то. конечно, вон душу моих. Знай цену своим поступкам. Магнус Миф, что ли, бля? Кто взывает к моей силе? Так, я с антимагом, получается. Да будет так. Это в моей власти. Ай. Хорошо. Здорово. Я лечу все выше. Будь здорово. С честью. Толик, ты тоже будь здоров. Под Расти шелест большая. крыльев. Не будь лапшой.
Я надо и так, блядь, куда я вести? 200 килограмм. И чё, пусть здоровенько будет. а. Пусть так и будет. Я сейчас свои, знаешь, как откармливаю. Будет, да? Она Да? мне теперь жалуется, говорит, из-за тебя, говорит, живот появился, пошел нахрен. Ага. Без сомнения. Да, блядь, что с крипами? Или с руками, блядь. Наверное, с руками все-таки. Да, да. Да. Позорник, блядь, магнита не перефармить. Ну как, Иду перефармить, но покорно. не в хлам. Иди дам тебе танго. Не Танцуешь. сомневайтесь во мне. Пошел нахуй. Надеюсь, Позвони это мне, обдуманное позвони. решение. Ничего себе, она что, так сейчас работает, да? Кто? Да. Каталка эта ебаная. Вашу А что с ней? центральную башню атакуют. Ну, он первым притягивает и похуй просто едет. Так всегда было. Нет, ну он даже за меня не заходил. А, ну вот не знаю. В атаку. Я его, Нельзя. блядь, кошмарить нахуй. Конечно. Уже лечу. Иду Пидор пошел, все покорно. равно собрал, блядь. Пока я в ахуе был. Ну, у меня жестко Разумеется. подвышку прокатил, я аж охуел. Да будет так. Пусть так и будет. На меня напали. Исполняю приказ. Открой. Успокойся. Не-не, тупой школьник, сука. Это мое. Знай цену своим поступкам. Ты фармишь антимаг, да? Все в порядке? Да. Аллах! Сука, ух, ебать. Хорошо. Так и сделаю. Справедливое решение. Без сомнения. Под шелест крыльев. Так и будет. Не сомневайтесь во мне. Уже лечу. Да. Ты чё, Дима, вылетел? Пидорас, а чё ему надо? Я сдох? Да, тебя убили. А чё с тобой? Пидораска, сука, ебаная. Да, блядь, вылетела. Еще я прям когда на руну пошел. Хуй значит. Все. Пидорас везучий, блядь, гондон ебаный, нахуй. Шлюха ебаная, блядь. Надеюсь. Кто Да иди ты нахуй, блядь, 8 порталов купил, я в ахуе нахуй. Че с интернетом нахуй? Не знаю. Всему свое время. Да иди нахуй, блядь, дура. С честью. Это в моей власти. Опять, да? Уже лечу. Всему свое время. Хорошо.
Аллах! Кто взывает к моей силе? Вашу центральную башню атакуют. Да будет так. Вашу центральную башню атакуют. Так и сделаю. Вашу центральную башню Без атакуют. сомнения. Ваша центральная башня разрушена. Это мое. Справедливое решение. Вашу центральную башню Да. атакуют. Иду покорно. Да. Кра! Это в моей власти. Под шелест крыльев. На меня напали. Крылья света Кто уносят с магией меня. к нам Вашу верхнюю придет, башню тот от атакуют. моего клинка и погибнет. Вашу верхнюю башню атакуют. Исполняю приказ. Разумеется. Конечно. Слабых подобная высота ошеломила бы. А Вильева направляет меня. The archives of time are lost with me. Магия ведет Выше! к погибели. Тебе ли это не знать? Ради общего блага. Надеюсь, это обдуманное решение. Так и будет. Вашу верхнюю Род башню от атакуют. Эйдас. Иллюзия. С честью. Ваша верхняя башня Знай разрушена. цену своим поступкам. Не сомневайтесь во мне.
Вашу верхнюю башню атакуют. Господство в воздухе за мной! Ай-я! Пусть так и будет. Иду покорно. Конечно. Дима. Так и будет. Да. Наследие Скайросов живо во мне. Дима, падла. Справедливое решение. Хорошо. Моя сила в знании. Под шелест крыльев. Черный свет. Я буду нести эту силу во имя своей тайной любви, без сомнения. Кто бросил мне вызов? Исполняю приказ. О! Враги падут озимь. Принимай удар. Знай цену своим поступкам. Ай-я! Так и сделаю. Умру я. Не важно. Главное, что жива она. Dazzle. Пусть так и будет. О! Негоже быть птицей высокого полета. An end to ages of learning. Колдовству не бывать. No more. Море волнуется раз. Да будет так. Надеюсь, это обдуманное решение. Да. Поберегись. Рокара! Уже лечу. Еще поешь. Истина, что таится в моем сердце. Аллах! Благодарю. Спасибо, спасибо. Разумеется. Вот это был подсейв хороший. Всему свое время. Весь мир передо мной. Это в моей власти. С честью. Силы тьмы Кто укрепили свои взывает к моей сооружения. силе? Без сомнения. Свет с небес. Бог скрёпа. Да будет так. Благородно с твоей стороны.
Пусть Море так и будет. волнуется раз. Центральная башня Уже противника лечу. разрушена. Я не готов. О, как вошла! Разумеется. Да, Вашу нижнюю башню атакуют. так и сделаю. Знай цену своим Центральная поступкам. башня противника разрушена. Центральные казармы противника разрушены. Кто взывает к моей Центральные силе? казармы противника разрушены. Я лечу все выше. Черный свет. Иду покорно. Центральная башня противника разрушена. Хорошо. Центральная башня противника разрушена. Служит общему благу. Победили силы света. Этот триумф доказал... Чё это за фигню я получил? Бесполезно. Я связан кодексом. А, мне опять одно и то же оружие дали, я понял. Тупость. Дима, ёпар СТ. А, полчаса блокировки у него, ё-моё.
Че, ты опять меня в игру не будешь пускать, да? Ай. Спасибо. Так, неужели здесь не все залутал? Так, мне стоит отдохнуть в кровати. — 875 единиц опыта. Так, ты сколько требуешь? 1000. 1000 у меня нету. Запас крови увеличивает. Все это фигня. Так в смысле я отдохнул, что не так-то? If I'm to stay here until my research is complete, I'd better learn to hide my... Я проанализировал кровь Уильяма Бишопа, но полной картины у меня еще нет. Кровь Уильяма Бишопа стала менее стабильной, чем человеческая, и претерпела сильную мутацию. Но со мной случилось не это. Придется искать дальше. Нужно собрать больше данных. У меня время есть, а вот у Лондона нет. Эпидемия убивает 1000 людей, весь город на грани катастрофы. Я начинаю подозревать, что все это как-то связано, но пока не вижу никакого правдоподобного объяснения. Пока что я должен играть роль врача и помогать всем, кто нуждается в помощи, и одновременно продолжать поиски. Кому что надо в этом дискорде? Открыть посетителю? Чего открыть посетителю? Тайну? True nature from the mortals. But what about my thirst for blood? Так, у меня сейчас ночная смена. Come on, Женщина. I don't have all night. Ты охренел? Я только проснулся. Yes, Nurse Crane? How can I help you? I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... What type of hospital are you running? No antiseptics? You have been away too long, Doctor. With the war and now this epidemic, supplies have been running scarce for months now. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. Now, where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital.
You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. The abandoned morgue behind the hospital. A small door at the end of a narrow street. On my way then. Thank you, nurse. В морг еще идти. Войти в старый морг. It's locked. Так, а на третьем этаже что интересно? Закрыто. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Давай проверим. Ну да, стоит. Эй, дурачок. Ну да, ну да, ну да, ну да, ну да. Ава его. Так, мобы посильнее пошли. Блин, показалось, что-то лежит. Че он так все золотистым отдает? Что за бред? Так, а здесь что? Так, это куда-то вообще дальше какие-то хода непонятные. Так, я кругаля навернул, да? Да. Старый морг, состояние здоровья. О, блин, они сюда забрались. Кто-то же рычит, это значит, они сюда залезли. Эти долбаные искали. Опачки, что-то лежало. Шиллинги. Шиллинги мне нужны. Стоит полудурочный. Хрена ты парируешь. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. This sickness moves faster than influenza.
Так, найти полезные ингредиенты. Тартрат железа, найти хинин, гипохлорид натрия, ключ от больничного морга. This key will surely grant me access to the basement. Так, ключ я нашел. Кто где? Ага, вижу. Образец разбавленный чистой кровью. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Смотри-ка, всех поубивали. Так, а я здесь-то все осмотрел или нет? Здесь я был. Пожалуйста, патроны насобирал. Картечь даже есть. It's locked, all right. Получается, только в подвал осталось. Опа. Это кто был? These scowls feed from corpses and the husks of animals. They're not after blood. Что-то мне как-то патронов мало совсем уж. Один куда-то сюда ушел, где-то есть. Надо выносливость прокачивать, выносливости мало. It's locked, all right. Это было ожидаемо. Расследование. Доступное новое расследование. Откройте меню расследования и нажав расследования, которые вам доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, и выберите его, нажав первую кнопку мыши. После этого на карте отобразится область, которую нужно исследовать. А, вон оно что. Доп. Задание. Понятно. Патологоанатом Пембургской больницы. Отчет расследования. Покойный Сэмюэль Коннор. Раса европеоидная. Пол мужской. Возраст 39. Домашний адрес неизвестен. Род занятий рыбак. Тип смерти естественная. Вероятная причина смерти. Быстро прогрессирующая пневмония с вирусиндуцированным уплотнением легкого, испанский грипп. Присутствующий на вскрытии доктор Коркоран Типец, медсестра Гвинет Бранаган. Имя и подпись патологоанатома доктор Коркоран Типец. The Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Сломал ящик, просто наступив на него.
Так, а я здесь был уже, да? Да, я потом пошел просто направо. Хорошо. Опа-на. Босс какой-то. Невосприимчивость, понял. Устойчивость. И шаг. These scowls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. А чё, лут с него никакого нету, что ли? Серьезно? Да уж. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. Загадочный рецепт, образец разбавленной густой крови. Так, что я могу скрафтить здесь? У вас достаточно ингредиентов для создания лекарства и сыворотки. Слабая сыворотка крови. Средства от пневмонии. Нет ресурсов. Все назад идти теперь. Что не так-то? Блин, мне хп мало. Нахрена он жирный. Так, я что-то юзнул. Чё нажал, фиг знает.
Найти полезные ингредиенты в старом морге. Найти хинин. А, я не нашел, что ли? Вот это да. Найти хинин. А как я его не нашел сразу? Чё за бред? Как я пробежал мимо него? Непонятно. А здесь уже все двери закрыты, да? Ну и ладно. Так, я не понял, а где выход-то? Спуск в подвал. Здесь выхода нет. Закрыто. Закрыто. Так, что-то я сейчас не понял. Ладно. Dr. Reed, I know that Pembroke will prevail and survive this epidemic. А, это мне на второй этаж надо, ладно. Так, мне нужно сделать лекарство от чего? Изготовить средство от переутомления. Готово. Отнести лекарство в палату и отдать Дороти Крейн. Так, это не палата. Ага, вот ты. Дороти. Finally, you've returned, Doctor. Did you Да find ничего, anything of игрушка value? прикольная. Yes, nurse. You've worked your first miracle, Doctor. Now, this patient here needs immediate treatment. Duty calls. When the storm has passed, I'll show you how to mix the remedy yourself with the same basic ingredients. Many thanks, Doctor. When you've finished, you ought to report to Dr. Swansea in his office. He's been looking for you. Seemed pressing. Так, болезнь. Заболевания снижают качество крови горожан. Снабжайте их соответствующими лекарствами. Поговорите с пациентами рядом с Дороти и узнайте о его состоянии здоровья. Да без проблем. С Эдгардом Свонси. Поговорим потом. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Чтобы провести состояние здоровья, нажмите Е. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. На. You are not a burden, sir.
Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Так, он сейчас выпил, пухнул. То есть он должен что-то рассказать. Ага. How painful is your throat, Mr. Goswick? So painful I'd rather not talk at all, Doctor. Понятно, он одно и то же будет говорить сейчас. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. Doctor. Поговори с Эдгардом Свонси. А где он у нас? Искушение крови. Не забывайте, кровь горожан дает много единиц опыта. Ищите тех, чей уровень гипноза меньше или равен вашему, но обязательно обдумайте свое решение. Так, он на втором этаже тоже, ё-моё. Не кашляйте в общественных местах, берегите свое и чужое здоровье. Чего, плюясь, чихая и кашляя, вы распространяете инфлюенсу. Болезнь распространяется с капельками, вылетающими из носа и горла. Не кашляйте в общественных местах. Ох, проклятая испанка. Не понял, а где он? Приблизить никак нельзя? Жалко. Please, Jonathan, come in. Fascinating, is it not? In the last decade, so many mysteries have been brought to light with our microscopes. The human body, biology's penultimate frontier. The more we explore its boundaries, the less we're able to trace a clear line between life and death. You, my friend, have a foot in both countries. The view must be vertiginous. It's at least as vertiginous as chatting about vampires with you, I would say. This must be all so new to you. This area of town, the hospital, a brand new life. How stimulating it must be. I wish I could share your enthusiasm, Dr. Swansea, but my condition defies scientific categorization. Undead? Unalive? Immortality defies logic. I cannot express my thrill at this serendipitous turn of events. The world's most eminent specialist in blood transfusions, a vampire. One might say a gift from heaven. Так, ну типа ваши слова успокаивают. It may seem strange, but your words have brought me some comfort here. Forgive me. I've been an admirer of your work for a long time, and now you are so much more than a brilliant physician. And please, call me Edgar. I'm not some doe-eyed student, Edgar. I understand we both have something to gain from this relationship. Very well. I have a task for you, Jonathan. Something that will require all your newfound skills. Please, go on. The Pembroke only survives through the generosity of our benefactors. Unfortunately, our main donor has found herself in a bit of a bind. Now, if you could help her out... A spokesman or politician is what you need. That's not my calling. And until I come to understand what has happened to me, I require discretion. Discretion is in order, Jonathan. Lady Ashbury has recently received rather indelicate correspondence that, if revealed, would jeopardize her position. And you would like me to eradicate this threat? By the stole, of course not. I would just like you to pay her a visit. Her ladyship is certainly near the tents outside, tending the sick. You can't miss her. Look for someone impossibly delicate. Accepted. I'll see what kind of trouble Lady Ashbury is in. Интересно, что это за женщина такая изящная, которую ни с кем не спутать. Есть ли что-то здесь забрать? Оп. Редкие виды вампиров.
Я, как ученый и интерпретатор древних текстов, всегда настаиваю на том, чтобы в ходе поиска тайн мы принимали в расчет легенды и древний фольклор. Часто мы совершаем ошибку, принимая имеющиеся у нас знания за неопровержимую истину и на основании этого отвергая все противоречащие им материалы. Например, мы должны учесть возможность существования еще неизвестного вида вампиров и переосмыслить знания, накопленные нами о различных типах бессмертных. Сколько лет мы считали, что вампир — это разговорное обозначение существа, которое мы называем Экон. До того, как 4 исследователей братства нашли в Сибири доказательства того, что вулкоды — это похожие на волков вампиры. Мы считали этих существ мифическими оборотнями. Теперь мы знаем, что это не так. А остальные — аракшасы, обитающие на моей родине, а китайские цзанши или паученые с юга Чили. И даже если не покидать прекрасную Великобританию, как мы должны относиться к историям о похожих на летучих мышей женщинах, которые иногда летают по церкви святого Иакова в Лауте. Как быть существом, которое обрывочные свидетельства называют кошмары, которое в 1666 году чуть не заразило чумой весь Лондон. И кто такой Нимрод, легендарный неутомимый вампир-охотник, который, по словам древних британских эконов, питается только кровью свежей жертвы и может выдавать себя как за смертного, так и за бессмертного? Говорю вам, братья, если мы хотя бы на несколько минут забудем то, что якобы знаем, то неизвестно, что мы еще сможем открыть для себя. Разоблаченная ночь Ашер-Тол, 3 глава братского святого Павла. Окей. Есть что еще забрать у тебя? Да уйди. Письмо с предупреждением. Дорогой доктор Суонси, считаю своим долгом сообщить о своих опасениях относительно случая с доктором Торро Стриклендом и Харви Фидиком. Мистера Фидика госпитализировали с тяжелой производственной травмой. Если не перевести правильный курс лечения, он может лишиться руки. Доктор Стрикленд утверждает, что хирургическое вмешательство может полностью исцелить Фидика, а я заявляю, что рука может навсегда лишиться многих функций, если возникнут осложнения. Наш юный коллега, смелый и одаренный хирург, и через несколько лет он, возможно, станет превосходным специалистом, но сейчас он не обладает необходимыми навыками для проведения такой рискованной операции. Должен ли я напомнить вам об ошибках, которые он совершил в прошлом? Поскольку доктор Стрикленд отказывается меня слушать, я настоятельно рекомендую вам запретить ему проведение столь опасного эксперимента. С уважением, доктор Уэйверли Экройд. Господи, эти имена английские. Ни один из экспериментов Таро с переливанием крови пока не был успешным. Познания Таро в медицине и прежде вызывали сомнения. Так, еще одна подсказка осталась. Про него найти. Письмо от Ракеша Чанады. Дорогой доктор Суонси, я готов управлять временным моргом, как только он откроется. Как я уже сказал, на фронте я был врачом и буду рад снова прислужить моей стране. Я знаю, что врач для живых и для мертвых это не одно и то же, но мне кажется, что забота об усопших это важно. Будьте уверены, я приложу все силы для того, чтобы исполнять свои обязанности. Относительно моей квалификации, мне жаль, что я ничем не могу подкрепить свои слова. Я клянусь вам, что в полку меня сделали врачом, и на фронте я спас жизни многих людей. Если моего слова недостаточно, можете связаться с военной администрацией, там подтвердят наличие у меня опыта и навыков. И засвидетельствуют то, что на войне я получил все необходимые для врача знания, даже если я никогда не изучал медицину. Искренне ваш Ракеш Чанада, бывший врач. Да кто там все время пишет? Поговорить с покровительницей больницы, хорошо.
Да что с FPS-то случилось, а? А, блин, вон она в палатке. Ой. Почему у меня везде он ставит высокий, ультра, средний? Когда у меня сейчас в игре 47 FPS, ты чё, бредишь? Что-нибудь поменялось? Ни хрена не поменялось. Это вообще работает или нет? Ну-ка, я сейчас вообще все на низкое поставлю. Непонятно, поменялось, что не поменялось, ничего не замечаю. Здорово, женщина. The flu took my dear wife, Emily. I take comfort knowing we'll soon be together again. Mr. Rainfield, that's no way to talk. You're in good hands here, and we'll be up again soon enough. Now do me a kindness and get some sleep. I'll be back round later. Your words are kind, the blessings of an angel. You're the sweet, sweet lady of mercy. Good evening, Dr. Reed. It's a pleasure to see you again. Привет, привет. You seem surprised. Dr. Swansea has brought me up to speed concerning your recent appointment to Pembroke Hospital. You're a the lady who saved me that night, before vanishing into thin air. I remember you from the pub with Dr. Swansea. Indeed. Allow me to introduce myself formally this time. My name is Lady Ashbury. I remember you well, in spite of the brevity of our encounter. Ну, давай, я рад тебя видеть. Apologies. You've taken me by surprise. I'm very happy to see you. The pleasure is mine, Doctor. I hope you're more disposed to answer my questions now. You must have countless questions, but our rather urgent matter first. Swansea has explained. My cover, if you prefer, has been compromised. Have any of the patients given you trouble? These poor souls have so little left to live for. I do my best to ease their pain. The world would be a better place if it were cared for by women like you. You make me blush. I am simply a necessary evil. Necessary evil. Можно английский изучать так понемногу. Pardon my boldness, your ladyship, but I have questions concerning this condition we share. As a newborn, your hunger for answers is rivaled only by your thirst for blood. But the questions need wait. I'm a scientist. My trade is in the deciphering of mysteries, and I need information to feed my mind. I will gladly answer every question you have, but first, prove yourself capable of resolving my predicament without eating the culprit. Да ладно, я не буду его есть. Dr. Swansea has commissioned me to be your agent in this matter. You could start by explaining what's amiss. These past insufferable weeks, I've been the victim of extortion. I've made a first payment, but the blackmailer grows greedy. I must refuse his most recent demands. Так, и чего нужно сделать? А что он требует-то вообще? Who would be so foolish as to threaten you? A kindred spirit. Even if it were the case, and I highly doubt it,
A vampire would have asked for something more valuable than money. My suspicions lean toward a patient or their family. What are your expectations? Please be precise. As the newly appointed surgeon of this hospital, you are in an excellent position to ask innocent questions and deftly learn the identity of my blackmailer. Так ты сама не знаешь, что тебя шантажируют, ну ты чё? If we're dealing with an ordinary criminal, surely you've the means to deal with it yourself, if I may. As immortal tradition doth dictate, all fangs and hypnotic eyes ablaze, the blood would run like a river. That's what I hope to avoid. Violence has a tendency to spiral out of control. Ну давай, давай. Please continue. Every detail is essential. I'm your man. My embarrassment in this matter is eclipsed only by my shame at having put the hospital at risk. The threat from our anonymous scoundrel is clear. A list of dates. My visits coinciding with the dates of suspicious patient deaths due to massive blood loss. Is it true? Now aren't you the blunt one? Не, ну а чё? Мне информация нужна. Excuse my impertinence, your ladyship. This is not an interrogation. I assure you that this line of questioning is in your best interest. In all honesty, I'm not simply a patron to the hospital. My visits serve a dual purpose. Dr. Swansea has been treating my condition with a revolutionary technique of blood transfusion. It seems you are a specialist in the domain. I'll take care of it. Do you know where I should start? If that was the case, I'd settle the matter myself. You could talk to our local gossip, Harriet Jones. Not a pin drops here without her hearing about it. I'll meet that woman now. My life, as others know, is in your hands, Dr. Reed. I'm sure of your discretion, but I do fear your powers of persuasion will be put to the test. When this is resolved, I'll be your obligé. I'll answer all questions in regards of your condition. Без проблем. Поговорить с Харриет в больнице. Пойдем. Так, секундочку. The pain. Simpletons, these nurses. Bred with no respect. Старуха, блин, а. What? What? What is this? Who are you? Get out of my room. There's no need for alarm, madam. I'm Dr. Reed, the new surgeon. Preposterous. Dr. Reed, you say? I don't want some bumbling intern. Where's Dr. Swansea? Какой я тебе интерн, ты слышь, паза тупая. Вообще-то профессиональный доктор. Please, calm down, madam. I assure you that I am highly qualified. I'm just back from war duty. How brave. Threatening an old defenseless woman. You know how long I've been a patient here? You've picked the wrong fight. I'm Harriet Jones. Harriet Jones? Indeed. I've been meaning to have a chat with you. You know what goes on here better than any other patient, I gather. Oh, better than any patient, nurse or doctor. I've seen so many vile undertakings. I heard there have been some despicable goings-on. Was there a case of blackmail? Blackmail? Wait. You're investigating something. This isn't a social call. One of those incompetent cunts slit a poor sod's vein.
If I didn't know better, Miss Jones, I'd be inclined to say you enjoy this type of idle gossip. God's honest truth, Doctor. It's just the way it is here. Most of these bitches would let you freeze to death before getting you a blanket. I assure you, madam, this is not an investigation into a possible medical error. Debauchery, then? Nurses Crane, Hawkins, Brannigans, whores, all of them. They can't keep their legs shut. I've seen them scratching slutty sores. Really? Well, if you have irrefutable proof, I'll not have the staff behaving in such a manner here. This is your business, Doctor, not mine. But I swear one of the nurses is cavorting with some man on hospital hours. Thank you for your time, Miss Jones. You've given me something to go on. See you on the next round. Тупая старуха просто сплетничать лежит тут. С медсестрами поговорить. The patients and staff might know something. I'll start my investigation with them. Ай. Just a dozen years or so. Нажмите, чтобы активировать чутье. Если горожанин ведет себя подозрительно, его сердце будет светиться по-особому. Посмотрев на горожанина, вы разблокируете особое действие. Найдите Дороти Крейн. You're sure you don't come back with me? Nah, I have to see someone at the hospital. Be careful. You look so bad they may keep you as a patient. Fuck 'em. I don't like hospitals or doctors. Well then, when you go back to Whitechapel, you may find this useful. What is it? A pass for a free medical exam by the best nurse available. Just read it. I don't read well, but thank you, I guess. Так, а это ты что, уехала, что ли? Кого-то гасит уже. Разбей замок. Не работает так. This man has been savagely attacked and dragged to the floor. Блин, везде кровяка какая-то. А, это я срез открыл. Опять вы. Ох ты, ё-моё, сзади еще смотрю.
Ну да. А чё только один лут, а второй где? Нету? Чё полная палица. Да как так-то? Ты чё, падла? Ой, господи. Да ты чё, скотина? Парирует. Козёл. Всех съем. Стой. Блин, не успел нажать, ну ладно. Горожанин, которому грозит опасность, может не дожить до следующей ночи. Навестите его. А где он? Так, и полудурочные. Да сейчас я освобожу, хватит плакать тебе. Здорово. Кто? Are you injured, sir? Help me get out of here. I need to get out. I'm Dr. Reed, and I'd be glad to help you, but you must calm down first. Please, take a deep breath and tell me your name. Okay. Okay, I'm Oswald Thatcher. Please, I need to get out. All right, Mr. Thatcher, you're safe now. Do you think you can reach the street by yourself? Yes. Yes, I do. Good. Now leave this place and enjoy the cool night air. It's quite invigorating. I'm sure you'll feel better if you do. Все, давай пока. Иди отсюда. Вы спасли горожанина. На следующую ночь он вернется в свой район. Ну отойди, дай сундук обыщу. Are you sure you're all right, sir? Yes. Yes, I'll be. As soon as I can see the sky again. Ой, господи.
Угу. Спасибо, что выкинул меня на улицу. Помойное чудовище. Возьми его в таргет, да, алло. Оглушил козел. Да ты чё, козел? Патроны кончились, грёбаные. Вас уничтожили, спасибо. What sort of creature is this? Да хорош! Чё за фигня? Он почему меня убивает с 2 ударов? What sort of creature is this? Какой гад, а? Падла.
Достал козел. О, нет. Нет, 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 нет. Да нет! Ай. Зараза. Блин, у меня, может, какое-то оружие посильнее есть, а? О, дробовик взять. В натуре. Еще как с дроба что-то ему дам по башке. Так, а этот снять пока что надо. Как тебя убрать? Никак, видимо. Так, ну-ка. Девятого уровня он. Ясно. А как оружие сменить? Я же одел дробовик еще. Как поменять его? Падла. Ну конечно, зацепил ты. Даже без этого-то. Помойное чудовище, реально помойное. Быстрее перезаряжай. Устойчивость. Да дай перезаряжусь. У меня крови нету, блин. Как оружие-то поменять, господи! Ты чё, хочешь сказать, что я все патроны потратил, что ли? Ой, тупость.
Управление дерьма. Так возьми дробовик, ты, господи. Ой, господи. Джойстик, я понял. Под джойстик все заточено, да? Спасибо. Ха-ха-ха. Понятно, на Z меняется, а здесь на C. Ясно, я все патроны потратил. Впустую получается. What sort of creature is this? Мимо, ну да. What sort of creature is this? Так как так-то? Ай, господи. Да повернись уже. Да, давай ты еще сейчас меня ты убьешь, да?
What sort of creature is this? Чё, падла, больно, да? Как ударил-то меня? Наивный какой. Выносливость! Готов. Ой, чепушило какое, а. Here's what's left of him. Not a lot to check. Фух. Купон сестры Крейн. Если вы больны, если у вас нет денег, неважно кто вы, неважно откуда, обращайтесь за помощью к Доротте. Никакого обмана, никакой платы, никаких вопросов. Просто найдите дом Дариуса Петреску и покажите этот купон. И что-то там на каком-то другом. Я упустил след медсестры Дороти Крейн после того, как она встретилась с каким-то бандитом. К счастью, мне удалось найти зацепку. У человека, убитого скалями, обнаружился какой-то купон на бесплатный медицинский осмотр в Уайтчепеле. Текст на листовке написан на английском и румынском. На купоне написано, что его владелец должен найти дом некоего Дариуса Петреску и спросить Доротею. Может, это Доротея и Дороти Крейн одно лицо? Может, именно она отправила письмо с угрозами леди Эшбери? Мне нужно как можно скорее добраться до Уайтчепела и получить ответы на все вопросы у этой медсестры, если я смогу ее найти там. Check up in Whitechapel. What is Nurse Crane up to? I really must find her.
Найдем. А чё, больше ничего здесь такого полезного-то нету? Жаль. Очень жаль. Ну давай сейчас меня скали убьют, да? Я завалил босса, но сдохну от простых мобов. Чё? Ага. Блин, я что-то здесь не подобрал. Хе-хе, заспамил. Так, а что, сюда я вниз не пролезу, да? А, это как раз таки к этому боссу, все ясно. Блин, до кого даже здесь можно выйти? Так, нужно прокачаться, сходить срочно. 3000 опыта целых. Воу. Кто такие, откуда взялись? Иди сюда. Ясно. Они забаганные, они сюда не ходят. Ага. Ай-яй-яй, пропустил. Ой, искали еще где-то. Серьезно? Популяр Фабрук. Тогда мне еще рано. Так, мне нужно назад. Назад. О, как пролагало сейчас. Ты кто? Good evening, Mr. Cox. А, это мистер Кокс. Still working at night, I see. I like that. And why is that? People who don't sleep at night always seem more alive to me. More interesting, one way or another. Подсказки одни нужны. Do you ever think about that
poor fellow I saw you push in the water. The wound he gave me will make sure I don't forget him. Still fucking hurts. Boss had cut me good. That man was determined to murder you. You almost died. What a surprise. The first time I met him, he nearly shit himself. Fucking coward. I guess revenge gives you balls. What did he want? Revenge? I recently had to kill his brother. Poor arsehole thought it would be easy to return the favour. Only the strongest survive, then? Survival at all costs. Is that all you think about? I'm the toughest bastard you'll ever meet, Dr. Reed. And I don't give a fuck what you think of me. Понятно. How is your hospitalization going, Mr. Cox? This is a shitty place with shitty staff. But as long as I'm treated all right, I'll be fine. What's wrong with the Pembroke staff? That bastard you sent to bring me here, Milton. I thought he was going to break all my bones before I reached my bed. I see. Any other smart comments? The nurses aren't too ugly. Especially that foxy one, Nurse Crane. Pretty brunette, tough attitude, all like that. Здорово. What's wrong with the hospital? Come on, Dr. Reed. The place is a dump. Smelly, sad, and dirty. But you're alive thanks to the efforts and dedication of the staff here, aren't you? What are you expecting, a medal? I thought that saving lives was just part of the job. Must be an unsatisfactory profession at this time, I'm sure. И так знают, я же ездил уже. Ну, конечно. Характеристику там заполнял. Да ничего, играю сижу. Вампир. Ну. Да мне пофигу так. А ты что, с работы? Как там на улице-то? Ну. Да ладно, быть того не может. Прохор, ты просто идиот. Вот кто ты. Вот что у тебя основное. Ну здорово, дай бог. Ну так иди, покупай, пей. Это же не трудно. Ну а что сделаешь? Ну. Как там на улице-то? На улице как там? Тепло? Ништяк. Да нечего больше. Не, пока что нет. Я проснулся только в час. Вчера 2:30 лег. Да, ну. Нет. Что говоришь? О, в магазин заперся. О, господи, это надолго.
How long do you think you can escape the law, Clay? I know this city like the back of my hand, Doc. I know its streets, who to pay, who to avoid, and who to bully. I won't get caught. We can't escape the consequences of our actions. The past catches up with us in the end. I ain't afraid of death. I don't hide who I am. I live my life honestly, which is more than I can say for most folks. And who are you, then? I'm the leader of the Wet Boot Boys. One day, I'll leave this shitty place and punch in the face all who thought I would not come back. Новая подсказка. I'll leave you for now, Mr. Cox. Так, иди нафиг, мистер Кокс. Ага, прямо налево через мост. Официальное уведомление жителям Лондона. Комендантский час. Официальное уведомление. Колокольный звон 21:00 будет извещать о наступлении комендантского часа. После этого времени запрещается выходить на улицу до 5 часов утра. Вплоть до дальнейших распоряжений действуют следующие указания. Соблюдайте комендантский час, носите маску, чтобы предотвратить распространение инфекции, сообщайте властям, если заболеет кто-либо из ваших родственников. Восемнадцатый уровень, да ты угораешь. О, вот это урон. Да ладно, шотнул. Блин, надо было уровень качнуть сначала. Так, и где я? На мосту. Так, а я быстро переместиться сюда могу? Не могу. The flower's dying. It needs water.
2000 стоит, серьезно? Не хватает 1000, блин. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшиться из-за распространения болезней. Чем больше вы убиваете, тем опаснее становится район. Если состояние здоровья жителей района ожидается ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбу районов решаете вы. Так, ну пока что все хорошо вроде. Так, ну-ка давай попробую еще раз. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну ладно, сейчас я переживаю его. Да хорош тебе! Ой, говна кусок. Относительно вербовки парней Уайтчепели, кажется, одного я нашел, это Альби. Он тупой, как табурет, но крепкий. Я попросил его раздобыть лекарства для продажи на черном рынке, и он быстро их доставил. При следующей встрече я скажу ему, что его приняли в мокрые ботинки, и теперь он должен получить приказы у своих новых боссов. А чего опыта так мало дали за него? Он охренеть какой крепкий, а так мало дали всего.
Ох ты, блин, какой-то газ. Козел. Есть вопросы? Защити нашу свободу. Записывайся в Королевский флот. Есть вопросы? Приходи в ближайший вербовочный пункт. Вот возьми, крыса же. Ну иди сюда, трус. И шаг. Стреляешься, да? Привет. Опыта что-то вообще не дают. Да ладно. Я одного такого только с 50-й попытки убил. There's safer places to be than here. Oi! Didn't you hear me? 4 полудурочных.
Ё-моё. Ты козел какой, а. Блин, у него атаки не сбиваются. Блин, какой ты сильный, а. Падла какой. Алло, упасть должен был. Что? Как ты меня ударил? Какой же ты жирный. Ой. Так, что здесь залутать могу? Нет. Крови нету нифига. Где-то запастись. Закрыто. О, шиллинги. Whitechapel. This neighborhood is linked somehow to the kind Lady Ashbury's blackmail. First, let's find this Petrescu fellow. Так, мне нужно убежище найти. Большая банка таблеток, наверное, пригодится. Так, а чё мне по патронам и вот это вот всего? Не, 730 здоровья, всего лишь 100 крови, надо кровь прибавить себе срочно. Ах, ах, ах. Так, а где патрончики посмотреть? Детали, лекарства, всякая фигня. Непонятно. $5.14. Ну ладно, возьмем. Пистолет. Ты нужен армии. Запишись сегодня. Есть вопросы, приходи в вербовочный пункт. Ты живой? Живой. Валяется только. Бам, завалил, наверное. Alley reeking worse than a week-old lavvy. What? Shooting a boy in the middle of the street. Not the best thing to do, wouldn't you say? What? You saw what happened? Who are you? Да я так, вампир местный. And I'd like to ask you a few questions, if you promise me to set your gun aside. No. Look, I'm not a violent man. I'm Benjamin Palmer, doctor. And no one can help me. Not even you. Расследование обновлено.
I have found a very interesting letter. Your son planned to prove his worth to the gang by stealing your medicine. Oh, I see. So the little bugger thought he could use his dad to build a reputation. The gang's recruiter was dead when I found him. Perhaps you should take better care of your son. I love my Albert, sir. Believe me. It's just... Well, I'm an arsehole, I suppose. Anyway, thanks for the letter. This is for your trouble. Бальзам Суон Бро. Ингредиенты. Непонятно. Понятно. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Have you heard anything? It's funny, I've been searching for her too. I need some pills. But the woman is a phantom, if you ask me. Really? And why is that? Word is she ain't real. She's a cover for some doctor who runs an illegal dispensary for migrants. Опа-на, подпольная лаборатория. What can you tell me about this place? Nothing to say, really. This is where I used to live, and this is where I live now. You don't have anywhere to go? No family that would welcome you? Not since the death of my wife, Albert's mother. She was sick, you see, long before the flu and all this shit. You mean you used to have a better life? Yeah, I had a wife, a home, and a job. I even used to have a name. Now I'm just Ben. Ben the Tramp. Бен Бродяга, хорошо. Perhaps you could focus for a moment and tell me your troubles. I'm sick, broke, and my son just stole my pills. Everything's coming up roses. Да, сынок, конечно, красавчик. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. Требуется средство от мигрени, а у меня его нету с собой. I will see you later. Надо будет ему дать потом. Whatever the boy did, I'm sure he didn't deserve a public execution. I swear I didn't want to hit him. It's just that I'm sick in the head, you see, and the boy just frayed me last nerve. Понятно. A gun, alcohol, and a bad temper make a terrible cocktail, sir. Goodbye for now. Так, а пацан-то там валяется, пристреленный теперь. Живой? Are you all right? The bastard hit the wall next to me. I don't even know if he meant to miss. If you've been hurt, I can help you. I'm a doctor. Name's Albert. Remember it. Now bugger off. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? If you know anything about her, I'd appreciate it. Never heard of her. She's pretty, I'll keep an eye out. Ты козел какой, посмотри. What happened? Did you really steal that man's medication? Hey, I didn't do anything, it ain't me. All right. Perhaps the poor drunk just confused you with someone else. Sod off, mister. You ain't got no clue what's going on here. Bastard was a soldier in the war, so now he's got the right to shoot me. It's true. I'm not familiar with this part of town. Perhaps you could help me. I said sod off. Go find yourself another guide. Ты чё такой падла обычный, а, козел? Ой, ну и сиди, валяйся здесь на помойке. И по письму я видел, что ты стыбзил лекарство, так что ни хрена отпираться. Падла тупая. Жаль, его добить нельзя, я бы его добил. Там базарит еще сидит. Есть лут какой-нибудь? Ой, бля, это вниз куда-то там дальше. Куда мне не надо. I won't end up another drunk arsehole littering the streets. Not me. It's all a bloody joke to you, isn't it? Stealing drugs from the sick and suffering. Good evening, Benjamin. Can I help you? I'm afraid not, Mr. Reed. What is it, Benjamin? It was the war, wasn't it? Your nerves are shot, aren't they? I need some answers, Private. From one soldier to another. The doctors called me a liar. A coward. Put me in a straitjacket, locked me up. Finally, they sent me back to the front lines with a handful of tablets.
What about those we left behind, face down in the mud? You want to change places with them? You cannot waste your chance at life this way. It's not that simple. I wouldn't have expected you to understand. I don't even know why I spoke to you in the first place. Ах, ты не прокатила, ё-моё, надо было другой вариант брать. Ну и ладно. A gun, alcohol. Да все, хорошо, алкоголь, пушка, все дела. Так, ты кто, женщина? Здорово. Good evening, miss. Good evening, sir. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly понятно. Actually, Барыга. I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Dr. Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough, and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Так можно торговать. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like to talk about competition. Competition, you say? Never met her, but it seems she provides some sort of medical care to the poor. The whole thing has to be some sort of scam, if you ask me. Почему лечить бедняков это мошенничество? Почему? Loretta, your miraculous formula wouldn't even cure a common cold, and you know it. The Swanborough's cordial's secret ingredient is hope, Doctor. And it's something people around here really need. A placebo effect is real and has benefit. But in your case, you could be murdering your customers who may die because they are not receiving the necessary medical attention. Medical attention? In Whitechapel? Trust me, my cordial is the best option they have, since it is the only one. Ты смотри, какая падла. Плацебо может оказывать определенное действие, вы лицемерка, вы не думаете помогать. If your true purpose was to help, you wouldn't take money from the poor for your snake oil. Oh, but to pay for it is part of the process, Doctor. If it were free, they wouldn't believe in it. Какая падла зарабатывает на смертях? Tell me, who intrigues you most in Whitechapel? The region itself is something to see, but I would say Camellia the mute florist who gives away her flowers. Камелия. Цветочница. Is there anyone I should avoid? Cadogan Bates, without a doubt. The bloody bastard remorselessly exploits poor migrants as soon as they get here. What do you think of the locals? Most of them are afraid or desperate. They all come to me eventually for my remedy. А ты зарабатываешь на этом, да? Гадина такая. Подсказки нужны. А что ты чем I'd like to see what kind of medicine you're selling. Бальзам Swanborough. Ага, можно как рецепт взять. Пробирка. И всякие ингредиенты. If I could get some work in, everything would be better. Ты безработный, больной, но с пивасом в руках. Такие люди всегда поражают меня. Стоит такой, о, все плохо, я пью, работы нет, но я буду дальше пить. Вдруг все наладится из-за того, что я пью. Гениально. Блин, какой большой район, а? Столько всего. Я не понял, я что, в начало вернулся? Серьезно? Ладно. What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for Nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now goodbye. I'm afraid this medical leaflet says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. Да выломай дверь, да и Maybe I could всё. start by observing what he's up to. Давай сломаем дверь. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir.
Господи, ты ж вампир, сломай дверь, зайди, возьми зашкирять их, скажи, ты чё, падла? Сейчас у тебя кровь высосу и будешь знать. Расследовать действия Дариуса Петреску. И как мне их делать? Мне нужно за ним как-то понаблюдать. Здесь закрыто. Никуда запрыгнуть я там не могу. Вот зачем делать такие круги? Комендантский час я читал уже. Чего? Ты кто? Ой, лошара, тупороги. Я и забыл то, что я сменил оружие. Да ты урона не наносишь, как бы пофигу вообще на тебя. Дай-ка попью. Бам. Бам. Упился до смерти. А этот что там стоит, руки раздвинул? Это что такое? Эй, чел. Как ты меня обжег? Что за бред? Чё, какой-то дым? Мне по прокачанию, конечно, сразу интереснее стало. Так. Карантины всякие, фигня какая-то. Прокачанным персонажем поинтереснее играть стало. Ты, может, оружие это уберешь? Не? Так, туда я залезть не могу. Здесь никуда залезть не могу. Опа. Это постучаться к нему. There's nobody here. Это закрыто. С другой стороны как-то надо попасть. Лутаю, лутаю. Зачем лутаю? Непонятно. I cannot enter. Так а куда мне идти-то? Я что-то понять не могу. Я нигде пройти не могу. Расследовать действия Дариуса Петреску. Господи, рука чешется, ёпрсты.
Ой. Ну я в натуре вампир, но... I can't believe I'm doing this. Так, это я куда ушел? А, наверх заново. Ну ладно. Все в мусорках копается. Even the flu is no match for the Swanborough cordial. Не кашляйте в общественных местах, блин. А как мне расследовать его действия? Давай в окно посмотрим. И то нельзя. На балкон телепорт я сделать не могу. Здесь все закрыто, мне как-то на ту сторону надо попасть. Как? Вопрос. It's locked, all right. Ай, и чё мне кругаля где-то давать? Так я в смысле, а как я пройду-то? Везде закрыто. И чё, блядь, делать? Ничего не понятно. Так, где торговец? Может, она что расскажет мне? Good evening. Здорово. Нет, ничего нет. Goodbye, miss. До свидания. Так, ну-то я вообще в другую сторону сейчас уйду. Но это вообще вон куда. Куда мне не надо. I will return later. Вернусь позже. Да сломай ты эту дверь грёбаную. Здесь идти тоже некуда. Закрыто. Не открывается. Здесь тоже закрыто. И чё? I cannot enter. То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Куда идти-то? Ох, господи, как я ненавижу, когда непонятно куда идти. It's locked, all right. Стрельни. Не, патроны тратить не хочу. Ничего его клонит. Ты серьезно? На.
На. Подло какой. Да как бесшумно-то к ним подходить? Ничего за бред. Отпарировал, да. Так, здесь еще эти охотники ходят. А, серьезно? Бочки ломаются? Ёпрст. Блин, надо сначала этих мелких убить. Я сейчас сдохну, алло. Какой-то огнемет у него. Ты что, бесконечно дымить будешь? Что-то до каких-то лохов не сдох. Это, конечно, да. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine, and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. According to you, physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. Now sod off. Понятно. Тебе по роже набить. Goodbye, Mr. Peterson. И шаг. Welcome, sir.
Please, take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions, if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Have you heard of a nurse called Dorothy Crane? Nurse Crane? So the bitch really is a nurse, then? Always thought she was just some crafty foreigner, that one. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. А вы такие все педики, вам лишь бы бабки залутать. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me. Came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged, though. There was good money in that little box of loot I lost. Have you been hurt? No, but that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. Понятно. How is business around here? Business? I have no business. Between this racket, theft, and customers getting scared, I'm losing money every day. I see. Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. Так, Джон Питерсон, окей. Goodbye for now, Mr. Lewis. А он же вот сзади стоит. Эй, Шак. Ты чё, падла? You again? What do you want this time? How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle. Мокрые ботинки. Понятно. Most people don't become thugs when unemployed. This is a choice you made. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. А, понятно. Goodbye, Mr. Peterson. Были лучшими друзьями, теперь посрались. И что ты мне теперь скажешь? Чё за загрузка, я не понял. Fancy buying something, sir? You never lose your focus, do you? Чё это сейчас было? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I'd known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer, good one even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with everyone. Without making excuses for him,
It's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, ain't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody would be fool enough to stand against a wet boot boy. Почему все боятся этих мокрых ботинок? Чё за бред? Hello, young man. I'm Dr. Reed, and I would like to ask you a few questions. May I enter, please? Sorry, no, sir. My father does not like people entering our house, you see. Your father is worried about you, boy. He asked me to look for you. So my father actually worries about me then? Okay then. Гарри Поттер? I'm a Harry, by the way. Is there only pain and suffering in this world? Так, здорово. Я у тебя тут покраду маленько сразу сходу. Совсем немного. Допусти к сейфу-то, ну. Я так чисто осмотрюсь сейчас. Потом задам тебе вопросы, про сны свои расскажешь. Сейчас я у тебя дома пошмонаю. It's locked. Ты посмотри-ка. Что-то важное и закрыто. Письмо с отказом, мистер Питерсон. Мой долг сообщить вам о том, что ваша просьба принять вас на работу в доке была отклонена. Я благодарен вам за то, что вы потратили время, объясняя сложность вашей ситуации. Рассказали о том, что у вас болен сын и что умерла ваша дорогая жена. Но мой долг состоит также в том, чтобы разъяснять правила нашей компании. Они явно запрещают брать на работу бывших преступников и осужденных. Ваши связи со скандально известными мокрыми ботинками не укрылись от вашего внимания. Сейчас тяжелые времена, сэр, и компания Финч и Харпер намерены прежде всего вознаграждать кандидатов, прошедших небольшую проверку, которую мы устраиваем соискателям. Я от всей души сочувствую вам, да не оставит Бог вас и вашу семью. Искренне ваш Р.Д. Харпер. Понятно. Есть подсказка. Коллекционные профессиональные охотники на вампиров. Если вы заподозрили кого-то в том, что он вампир, не предпринимайте самостоятельных попыток его убить, у вас нет шансов. Вместо этого обратитесь ко мне или постарайтесь найти профессионального убийцу вампиров. Их мало, но они знают, как справиться с этими жуткими существами. Часть из них, похоже, действует вместе под именем Стражи Привина. Это полувоенная организация, цель которой очистить Лондон от вампиров. Они ваши друзья, вы не одни. У вас есть варианты, действуйте с умом, расскажите об этом другим. Кларенс Кроссли. Из дополнительной информации обращайтесь напрямую ко мне. Ты посмотри-ка, он, короче, из всего попал только в мокрые ботинки. Чтобы ходить, вытряхивать деньги из других. Так, пацан, давай теперь с тобой поговорим. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Ну да, типа я твой дом обокрал, ты меня впустил, так что хуже уже точно не будет. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. Yes, I know her. She came here to examine me when I was very sick. She said I should go out more. Так, а что ты не гуляешь, дома сидишь? Forgive my bluntness, young man, but you don't seem happy living in Whitechapel. Why should I? I never wanted to come here in the first place. It was my father's decision. And look around you. Does this look like a nice place to live? Так, есть еще одна подсказка. Зато у тебя есть дом. You have a roof over your head, a place to call home. Many people here are not as lucky, you know. That's exactly what my father says. Harry, you should be grateful for what you've got. But I wasn't even consulted when we moved here. Да ты щенок, кто-то, блядь, твое мнение вообще должен здесь слушать. If life here is so terrible for you, why don't you just leave this place? Have you ever spoken to your father about it? I don't go outside. It terrifies me so. I went outside once without my father noticing and I saw terrible things. Bloody and frightening things. So that's why you stay at home all day? For fear of the epidemic? I'm not afraid of disease or death, Dr. Reed. It's the living I'm afraid of.
Как это он боится жизни? Сидит дома, блядь, вышел на улицу, увидел кровь, обосрался. Говорит, я не боюсь смерти, но боюсь жизни. Ты, блядь, вообще в порядке, нет? How do you feel? I'm fine. I mean, it's not easy every day, but I'm fine. I'm just tired of being sick all the time. If only I could be tough like... Well, you know. Speaking of which, what can you tell me about your father? My father is an idiot who makes idiot things. That's all I have to say. Дурак ведет себя по-дурацки, понятно. А может тебя это самое? Вампиром сделать или чё ли? Барретт Юлис дружил с твоим отцом? Your father and Mr. Lewis used to be good friends. What happened, Harry? I was young then. I don't remember Mr. Lewis ever coming back again after my mother died. Or was it after my father started bullying him? I don't know. Блять, а что ж ты знаешь-то вообще? Have you tried speaking to Mr. Lewis about it? I don't go out often, but yes. And he scolded me and told me to leave him alone. I guess my father frightens him too much. Нахуй послал тебя, ну понятно. But you are not responsible for your father's actions. Am I not? Dad always says that he joined that gang for my safety. So if I wasn't born, people wouldn't be worrying about Colossus Joe. Чего? Ты бред городишь. Ты знаешь, что твой отец искал работу? Would it ease tensions with your father if he got an honest job? Because he tried, you know. I can't say. I'd be glad if he dropped his thuggish activities. But I'm not sure it would be enough. Why is that? Sometimes I suspect it's me, Dr. Reed. Or it's this life. It's like I can't find my place. Короче, ты пессимист, который вечно ноет, недоволен, угрюмый. Мне батя говно, я буду сидеть дома. Take care of yourself. Ну сиди дома тогда. Тебе сказали гулять, сидишь дома. Да. Так иди сюда ты. You again? What do you want this time? Так, ну-ка про банду спросим. Why do you keep on working for the gang, Joe? You know it doesn't suit you. It's true, I hate this job. And I know I made some bad choices, but I'm a wet boot boy now, and people won't forget it. You could leave tomorrow. Start another life in another town. That's easy for you to say, Doctor. We are poor. My son's weak, and there's no way he'll endure another disappointment. Да выдержит не ссы, блядь. Зачем ты Harry doesn't seem happy living in Whitechapel. Why did you make him come here? I've always put my son's interests above everything else, whatever he may think. Our house is small but affordable. The walls are thin, but the door is solid. You really love your son, don't you, Mr. Peterson? He's my pride and joy. Even if he hates me for the choices I make and pushes me buttons more than he should. Do you have any regrets? Only one. Not to have my beloved wife by my side. She died when Harry was little. My sweet Jane. She gave the boy confidence. Since the criminal nature of your job means you could be arrested, are you not afraid of what would happen to your boy if you were? No one will ever take my son away from me. If that ever occurred, Да что ты, менты, если придут с оружием, тебе бы просто бы в жопу, блядь, твои руки затолкали и сказали бы, все, поехали. Больше я ничего сказать ему не могу. Загипнотизировать. Третий уровень нужен. А я не качал, кстати. Качество крови 2700. Здоровый. Полностью. Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? The name is Colossus Joe. I don't get sick. Ой, меня зовут Верзила Goodbye, Джо. Mr. Peterson. Пошел нахуй, волосатое очко. Все дела, короче. Так, пусть он здесь стоит. Здесь еще какой-то человек был. О, женщина. Кто? А, это мужик. Forgive my interruption. Do Да, not отец. apologize, my son. Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist?
You are much more lost than I thought, my son. Почему, как что-то плохое происходит, все вот эти вот служители начинают говорить про апокалипсис? Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? I'd like to know more about her. I don't like the liberal ideas of nurses, but I especially abhor that Nurse Crane you mentioned. Почему она омерзительна? Она лекарства вроде бесплатно раздает. So you're not exactly a fan of Florence Nightingale's work. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. А ты что, видел, как она с кем-то пёхается или что? Why do you hate Nurse Crane more than other nurses? Before coming to London, she was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Угу, коммунистка. Ну и что? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. But you are seeking answers, aren't you? Да какой апокалипсис? Ты что мне Answers втираешь? about to strike the city. Answers about the hidden truth. Давай послушаем твой бред. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of the decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. What do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen them, those minions from the abyss. Okay. Really? And what would be your answer to this biblical threat? We must fight the disease before this legion outnumbers us. But not with scalpels and microscopes. No. What is left? А чем тогда? Cleansing fire. Огнем. Конечно, сжигать всех подряд. Давай, погнали всех сжигать. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small-time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool? Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Так они дохнут, потому что болеют. Ты что, дурак, блядь? What do you mean when you say that I am more lost than you thought? All scientists are intact. Quite a judgmental... But you are seeking... I am. Have you any friends? Any family left in these terrible times? No. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this понятно. city. Сам в пучину смерти его отправил. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery, На кладбище where the отправил. pestilence and evil grows night after night. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil while he walks through the valley of the shadow of death. Понятно. До свидания. Больше had говорить enough. не о чем. Старый хрыч. Есть что залутать?
Вау! Ох ты, блин, не один, их 3 здесь. Спокойно. Зацепил козел. Текстура помешала. Какой дикий. Этот стоит, смотрит, тот на меня прыгает. Ни хрена, вот это сейчас урона я поймал. Да иди сюда, ты какой. Так, а лут с них не упал никакой? Упал. Карантин. Весь город сдох почти. Никого нету что-то. О, кладбище. И здесь где-то проповедник-то должен быть. Вот он ходит. Как тебя не съели-то? Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Please be my guest. Although I may not be the best informant regarding this part of town, my words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet, sir. Richard Nethercott, Poet. at your service. А типа про эту сестру ты ничего не знаешь? Блин, жалко. May I ask what you're doing at this hour of night, sir? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Какая вечерняя прогулка Though сейчас night ночь? talks are always preferable, if you ask me, especially with strangers. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Ну все мы равны перед Богом, как бы, ну и перед болезнью тоже. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Чё сказал, ничего не понял. Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Биение сердца на кладбище, ну да. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, Doctor, and my family despises me. Так, ну-ка давай. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy, but the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Ну типа ты посреди ночи на кладбище один, конечно, здесь тишина будет. My mother loved poetry. Perhaps your words would have touched her sensitive nature. I only see a dreadful disease. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Tell me, Mr. Nethercott,
Why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way, exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox. The stripped humanity raged across each street. Vivid, of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Понятно, короче, ты такой весь писатель из себя. Тоже 3-й уровень контроля нужен. Ага, он простужен, ему нужно средство от простуды. Блин, надо... I'll leave you alone, sir. Надо понаделать лекарства и с собой их таскать, ходить, лечить людей. А я хожу, только убиваю некоторых. На письмо не успел нажать, ну ладно. Это забор здесь. Ну вот, пожалуйста, дверь открыл. Куда только непонятно. Где я вообще? Ага. Кругаля дал. Цветочек дай. Good evening. Нет. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. По-моему, она просто немая и разговаривать не умеет. 5-й уровень контроля нужен, ни хрена себе она умная. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Да она немая, она не умеет разговаривать. Very well. Goodbye then. 5-й уровень контроля, нифига себе ты какая сильная. Надо уровень контроля вообще прокачать и попробовать хотя бы раз. А чё цветок горит? Вот, букет. Небольшой букет, в котором спрятан купон на бесплатный метасмотр. Опа. Это уже хорошо. Камелия тайно распространяет листовки амбулатории Дороти Крейн. Здоровый горожанин. Это вот за ней надо проследить, она по-любому знает, где Дороти Крейн находится. Так, дверь открой. Вон она пошагала, пошагала, пошагала. Она во все цветы их сует, да? Да. Стоп. А, она заскриптованная, туда-сюда ходить будет. Ну ладно. Это не открывается ничего. Карантин. Так, ты кто? Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Так, давай расследование. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Так это преступление, блядь. If no one stops it, this epidemic could turn into a scourge. It may kill more people than the war itself. Yes, this is another kind of war, but just as deadly. History will judge us all for what we did and what we did not. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. So you risk your life to reveal the truth?
I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Подсказка. That's quite honorable of you. But is the public interested? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Сам на себя работаешь, молодец. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Не, вряд ли. That science is unable to explain the facts doesn't mean there is no rational explanation. I confess, I share your point of view, Doctor. Все, больше ничего сказать не могу. 4-й уровень контроля у него. Переутомление. Goodbye, Mr. Darby. Farewell. It's locked. It's locked. Опять. Все везде закрыто. Здесь ничего не припрятано? Нет. Так, это я снова сюда вернулся. Здорово. Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not looking for what you're selling. But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Ох ты. Ты, наверное, тупая. 4-й уровень контроля, серьезно? Переутомление, да там не только переутомление, там по-любому побольше. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Crăciunescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Ну, это да. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time, until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Are you talking from experience? I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Ох ты. Ох ты. Неправильно. Why this skepticism? How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Ну, извини меня, вы сами в этом виноваты, как бы, алло. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed, or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Ох ты. Ты желаешь им всем смерти, что ли? Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. Понятно. Tell me about yourself. Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story. The war, exile, and England.
This country is not especially welcoming. I've been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. Так, ну попытайся другую какую-нибудь работу найти. I'm sure you could have found another job, perhaps less lucrative. Maybe you should try again. And when exactly was the last time you looked for a job? Or worried about the rent, or what, or when you were going to eat? Блин, все в подсказках. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Подсказки нужны, чтобы с ней поговорить пока по-хорошему. Так, эта дверь дальше куда-то вообще. Куда мне не надо пока что. Кристинка, ты чё уж спустилась? I'm cheap and I'm clean, I promise. Реклама какая. Так, этот все бубнит стоит. Ты с Кристинкой общался, нет? Чё? You again? Goodbye, Mr. Peter. Ладно, говори с ним не о чем больше. Да блин, да как ж мне попасть-то туда, ё-моё. Nobody at home. Угу. Все закрыто. Обхода нигде нет. Что делать-то? Вот здесь обход, но здесь закрыта дверь. Расследовать действия Дариуса Петреску, блин, и как это делать? Можно приближать, охренеть. Амбулатория, ну как бы вот его дом и везде огорожено все. Обход слева и обход справа, и все везде закрыто. Это я слева зашел, но закрыто. When science fails you, this elixir will give you faith again. Блин, должен же быть где-то какой-то проход, где-то какой-то прыжок, наверное. Может, что-то с этим краном сделать, нет? When science fails you, this elixir will give you faith again. It's locked. Блять. Ну как-то же можно туда перебраться, ну что за дела? Ну то я кругаля просто наверну и вернусь сюда же. Здесь тем более и то тоже все закрыто. Чё за бредни? Серьезно, блядь? Маленькая плиточка остановила.
Ай. Куда бежать, непонятно. Ну вот, я на месте. Как мне его действия расследовать? Дариус Петреску. Ну ни одной подсказки даже нет на него. Бронхит. 40% ухудшение качества крови. О. А, Т показывает, G спрятать. Серьезно, блядь? Вот так вот нужно было сделать? О. A strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be from Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nethercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby. Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Дариус главный помощник Дороти Крейн. Ну это я уже понял. I must talk to that journalist or the poet. They must know about Darius. Nearby the church they just mentioned. Так я был там только что, блин. Cheap price, good quality. Come on, take a look. Don't be afraid. Блин, не туда забежал. Так, это я не туда забежал, с другой стороны был. Good evening, Doctor. Can I help you? Здорово. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are wary of strangers, and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital may be involved with unsavory activities. Ah, could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious. Never goes out. Doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No. Except for that strange man, a poet named Richard Nethercott,
who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out? No. A few days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Интересно. Спасибо. Goodbye, Mr. Darby. До свидания, мистер Дарби. Эй, Ричард, ты где? Здорово. Good evening, Mr. Nithercott. And good evening to you. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you, if I can. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But, sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Понятно. Дариус бывший румынский политический активист. Так, и еще одна подсказка нужна. I'll leave you alone, sir. Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Чё, фикушки, да? A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Найти почтовый ящик. А чё вы искать-то? Вот он. Это ж цветы. А вот. Мои дорогие, горячо любимые дети, мне так жаль, что у вас несколько месяцев не было вести от меня. В Лондоне сложная ситуация. Я знаю, что могу показаться эгоистом и дураком вам, мои дети, ведь вы все еще живете в стране, где идет война. Но здесь, в Англии, тоже идет война. Война с бедностью и несправедливостью. Это война, в которой я намереваюсь участвовать, несмотря на свой преклонный возраст. Вот почему я пишу вам сегодня. В Румынию я не вернусь. Это означает, что, вероятно, я вас больше не увижу. Не грустите, мои милые. Ведь вы уже взрослые, у вас свои дети, вы знаете, на какие жертвы можно идти, чтобы изменить мир. Вот жертва, которую должен принести я, чтобы снова почувствовать себя нужным. Желаю вам жить долго и счастливо. Поцелуйте от меня моих внуков и помните, что отец любит вас, даже когда находится в этой холодной стране. Любящий ваш отец Дариус Петреску. The content of Darius' letter that his children could give me more leverage to enter. Darius is a bit less of a mystery now. It should not be that difficult to incite him to let me in. Да, теперь можно идти и говорить ему: слышь, ты дверь открывай. Блин, я какими-то кругалями бегаю.
Куда ты я забрел? Портсигар, кольцо. О, убежище нашел. Прикольно. А я думал, здесь какой-нибудь босс будет. Так, средство от переутомления сделать надо одно. Так, от сепсиса не смогу. Простуды сделаю. Кадеина нету. Ну и все, получается. Все кончилось на этом. Часть обычной рукояти нужно, ё-моё. Ну ладно. Так, пока что хватит. Так, а где кровать посидеть, мне прокачать эти самые? Ха, прикольно. Так, это выйти на улицу. Так, 1100 опыта. Запас крови маленький. Ага, не хватает. Ну и ладно. Вампир скрывается в тенях, становясь невидимым для непосвященных. Туман расходует выносливость вампира, когда тот двигается. Если запас выносливости полностью израсходован, вампир снова становится видимым. Полезный совет. Малец. Увидишь какое-то шевеление, пали. Палить? Куда или в кого? Просто пали. Ну ладно. Так, и где это я? Ясно. Так, ну уж теперь-то, старый хрыч, ты мне откроешь. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Ага, поговорим как мужчина с мужчиной, давай. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. All right, I'll let you see, Dorothea. Don't make me regret this, though. Шиллинги у старика заберем. Все заберем.
Новый коллекционный предмет. Какой коллекционный предмет-то? It's locked, all right. Смотри-ка, старый сейф закрыл. If you want to talk to Dorothea... We've not been formally introduced. I am Darius Petrescu. Darius Petrescu. Блять. Бронхит у него, средство от бронхита нужно. So Dorothy's real name is not Crane. Like myself and many people in this area, Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family? Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man for sure, but a very poor writer. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old, dying man who only has memories of better times to cherish. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this, but thank you, Dr. Reed. I appreciate your trust. Погоди, старый. How did you meet Nurse Crane, Darius? Why does she trust you? I'm her oldest friend in England. Dorothea and I share many ideas about this country and about the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. But it's not the country I fought for. My homeland is not appeased, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Короче, вам все о революции, блядь. Goodbye, Mr. Давай, старый, иди, goodbye. Кого там опять кто что наспамил в этом дискорде, блядь? Эй, Доротея! Так вот это открыть надо сразу. Не ходить по миллиарду лет туда-сюда.
Где ты есть-то? Давай поговорим с тобой. Хрена у него тут госпиталь какой большой. Письмо сестре Крейн. Лондон, 31 октября. Моя милая Доротея, когда ты прочтешь это письмо, я уже буду на корабле, который отвезет Антона и меня обратно в Брасов. Англия не для нас. Если честно, я мечтаю поскорее увидеть гордые холмы Трансильвании. Когда вернемся, я поставлю свечку в Черной церкви за то, чтобы ты пережила эту страшную эпидемию. Я знаю, ты не одобришь мое решение. Ты твердо намерена помогать нашим товарищам в Ист-Энде, но Антон мечтает вернуться на родину и увидеть, как начнется долгожданная революция. Он мой муж, и я не покину его. Мы с тобой часто спорили. Ты хотела бы, чтобы я осталась с тобой и помогала в клинике, но помни, если с тобой что-нибудь случится, если ты попадешь в беду или тебе будет грозить опасность, я немедленно вернусь в Лондон с Антоном или без него. Пожалуйста, вспоминай меня так же часто, как я буду вспоминать о тебе. Нежная, любящая тебя сестра Теодора. Окей. Так. Все открыл. Дороти раздает лекарства и препараты бесплатно. Она вела подпольную борьбу на родине, и у нее есть сестра в Румынии. все подсказки про нее открыл. Это хорошо. Опа. У нее мутирует чел лежит. Я пока полутаюсь. Тебе нужна помощь? Подожди, я лутаюсь. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel! Hand me that scalpel! What can I do, doctor? Так, в смысле, ну обезболивающее надо, уже умрет иначе. It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, doctor, none at all. Прикольно, ни хрена нету. И что делать? На живую так резать, что ли? Ой-ё. I need to perform a tracheostomy. Short pipe. That rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, doctor. Ну типа, чтобы он дышал, ну да. Ну как бы... He's breathing again, but he's coughing up blood. Кровь качать надо. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy? Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Ну типа да. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, doctor. Да он сдохнет, его без обезболивающего режут, без дезинфекции, да он помрет. В любом случае помрет. He's still bleeding, doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, doctor? I can't see. Соберись, ё-моё. I must first suture the artery. Find the wound. Он же вампир, и закроет, а не The может. source of the blood. Needle and thread, doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, doctor. Адреналин давай.
A dose of epinephrine, now. Yes, Doctor. Чё, сдох? Блин, а можно было его спасти, интересно? Ну я не врач, я не знаю, что надо там. Что за бред? We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Да он превращался в этого идиота зараженного просто и все. I doubt you're Образец крови резво. here to test my bedside manners. Вот да блин, его походу было нереально спасти, To но what это do I бред. owe this courtesy? It's locked. Да я так зашел эти тут шиллинги подрезать, да This еще is an что. unfitting place for the illustrious Dr. Reed. I suspect it was more than intuition alone that led you to us. So, how might I be of service, Dr. Reed? Так, я хочу положить шантажу конец. Какому шантажу? О чем речь? Так продолжаться не может. Блин, ты чё незаконно? Но она оказывает помощь. Это тоже нет. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? I'm all these people have. Прекратите шантаж. Цель оправдывает средства. Так, а почему ты выбрала этого Эшбери? But why Lady Ashbury? Why her of all people? She's pristine and proper, all right, but that she-wolf in sheep's clothing murders the poor for sport. I have her where she belongs, and I'll milk her for all she's got. Dr. Swansea is a sensible and honest man. He wouldn't have refused your friend's care at Pembroke. It's easy for you to say, Doctor. These people cannot go to the police, nor to the hospital. They don't even speak English. They depend on me for everything. So, the end justifies the means. Is that your defense? I know you're kind, Doctor. Just another fine-heeled, silver-spooned О, gentleman как ты who was заебала про given своё the world on a богатство. platter. You know nothing of poverty. Nothing of the shame, the hunger, the loneliness. Чё вы все ноете? Чё взяли, что он богатый? You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Я закрою на это глаза, но вы подадите в отставку. Вы забудете обо всем, что произошло. Блять. И сожрать ее можно. Загипнотизировать можно. Либо пощадить. Да пусть в отставку подают, да и все. No. Your place is here. Jailing you would be an even greater crime. So, here is my proposition. I'll look the other way on your little enterprise,
In exchange, you will resign from the Pembroke Hospital and provide me with medical supplies when the need arises. Dr. Reed! That sounds like a business proposition. My accomplice, then? No, just a privileged client. My research may require the occasional rare piece of equipment or ingredient. I'll pay good coin in exchange, fair and honest, to help finance your noble endeavors. We have ourselves a deal, Doctor. Good customers are always welcome. Yes, Nurse Crane. We have a deal. Нормально пойдет. Что случилось? Есть новые горожане, которых можно убить. Зачем мне это? Район пострадает в результате чего-то там. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. Все закрыто. Чел сдохший. Записок здесь никаких нету. Не понял. Охренеть, а вы что здесь забыли? Привет, чувак, я здесь. А ты чё? Стоишь, скучаешь, иди сюда. Прикольная херня. Найс, чел в текстуры просто улетел. Вместе с моим лутом. Вот кодел. У меня вопрос на миллиард. Откуда они здесь все взялись вообще? Блин, от этого толстяка надо... Чё, козлы? Откуда они здесь взялись-то вообще все? Что-то я не понял. Hello, Mr. Petrescu. Hello, Dr. Reed. Come on in. Это ты их запустил или нет, старый хрыч? Yes? Goodbye, Mr. Ладно, говорить с ним не о чем. Так, а какой квест у меня теперь? В больницу вернуться? Так, это сюда, сюда получается, правильно? Правильно. Налево. Whitechapel Street. Так, этот мостик я помню. Да, осталось немного. Human blood. Whoever left these marks did so deliberately.
Так, убежище новое нашел. А что там творится? Мне на улицу надо срочно. Как мне пройти к ним? Ох ты, блин. 2 босса. Ой, блин. Еще и с этими мелкими. Ох ты, блин. Козел, блин, со стороны. Крови мало. Нет, 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 нет. Блин, вот эти вот мелкие, как они мешаются, а? Попал, гад. На, нахуй. Сожрал. Чё, козел? Раз на раз с тобой остались. И всего лишь 1700 опыта, понимаю. Чё за домик? Шиллинги. И все? А, я здесь был уже.
Ах ты гадина, людей убиваешь. Падла тупая. I would ask you to avert your eyes, sir. Or did you not know it was rude to stare? I knew it. Speak up, Dr. Reed. I like a man who speaks his mind. Так. What prevails in the end, I wonder? The desire for blood, or to be of service to man? Spare me your sarcasm, Jonathan. You are but newly born in this world. So in the end, the accusation was true, wasn't it? The situation is somewhat awkward nonetheless. I have not been observed sustaining myself for many decades. I have to say I'm a trifle embarrassed. Anyway, I have concluded my inquiries concerning your blackmailer. I see. Please excuse my agitated state. Under normal circumstances, I wouldn't let anyone see me in this condition. I must confess I have not put an end to the blackmail, my lady. Unfortunately, I could not bring myself to do it. I'm so disappointed in you, Jonathan. I didn't expect this from you. Lady Ashbury, you yourself admitted how ridiculous the sum of money was. I can assure you it was all used for charitable ends. Well, you are full of surprises, aren't you, Jonathan? All right, say I trust you, but you will still pay the ransom. That is only fair. After all, it was you who failed to bring this problem to a satisfactory conclusion. I believe I could agree to that. And since a lady always keeps her promises, I will now answer any questions you may have. Why does Dr. Swansea allow you to feed on the patients of the hospital? Dr. Swansea is a good and compassionate man. He is trying to find a solution for our hunger. Until that happens, he is clever enough to understand that I only feed upon the dying. And no one suspected you of the murders? As you well know, suspicion has recently fallen on me of killing for pleasure. But you have my word, Jonathan. I take no pleasure in taking a life. What do you know about this Brotherhood of St. Paul's Stole? The Brotherhood is well known amongst London vampire society. As long as our kind is discreet, and as long as they do not interfere, we have come to a mutual understanding. Why did you save me in the canning factory? I could hardly stand by and watch such a promising young blood as yourself be torn to shreds by some gutter scowl. William Bishop wasn't the vampire that created me then? No, Jonathan. Whatever their strength and demeanor, Scowls are the progeny of careless vampires. It cannot be the other way round. What type of vampire is a Scowl? Not a true vampire. The deformed offspring of lesser vampires. It is a shame these creatures run wild, slaves to their baser instincts. I know this is beyond the pale, but may I inquire your age? Really? And I thought you were gentlemen. If you must know, I'm 27. I've been 27 for a long time now, and 27 I shall remain. And who bestowed upon you this eternal youth? My maker. He left this isle a long time ago. Ой. Так, это не вся правда, ты слышишь, Кобра? Very well. But I believe there is more to this than you are saying. A lady has to have some Какая ты secrets. леди, гадюка. Ну-ка, выкладывай все, что знаешь. I've been away from London and England for 3 years. This isn't the city I remember. Things have gone from bad to worse here, Jonathan. I've lived in this city for a long time, and I've never seen it like this. What is it you fear?
Fear has long since flown this form. But there is something malevolent circling us. I feel fear is merely waiting in the wings. The Spanish flu has hit London that bad. Yes, but it's not just that. I've heard things. Things I've not heard for a very, very long time. There are whispers in the shadows. Something far worse than the Spanish flu is here in the city. Ладно, сколько Are there вампиров? many vampires here in London? Immortals are of a rare breed, and we often tend to hide. But you may occasionally meet some of us at night. Do you know any of them? Have you an idea of the identity of the vampire who attacked me? You mean your maker? No, Jonathan, I have no clue. But I fear he or she is as careless as cruel. To let you discover your new condition by yourself. What do you mean? Every now and then, you may discover an immortal in the deep of the night. But we are a rare and reclusive breed. Our progeny is almost never accidental. Will they all be as affable as you, my lady? I do not see why not. But remember, even the shark smiles before he bites. That sounds like a lesson from experience. Vampire politics are as intricate and sometimes tedious as a game of chess in a gentleman's club. I've learned from experience it is best to decline to play. When I awoke, changed. Though I can't be certain. More than likely it was the... Once glorious. They have seen better days, but all fanatics are dangerous. You make them... More a society, and like all the best ones... I've been hearing a voice talking in my head. Is this some kind of insanity? It feels like the voice of the vampire that created me. Hush. Tell no one this. It would be unwise to talk of such things amongst British immortals. Speak no more of your maker. How could this cause offense? Only the powerful immortals can mentally call to their progeny. No vampire or hunter will sleep easy, knowing that an unidentified elder is stalking the streets of London. Excuse my forwardness, but... are you my maker? Me? Goodness, no. Only a foolish immortal would create a progeny without taking precaution, and I'm no fool. I don't understand. Why was I created and then left for dead? That is a question only the one who made you can answer. It's not normal practice. I doubt even if you find him, he will answer you, considering how cruelly he treated you. So me being a vampire could have been a mistake. I very much doubt it, Jonathan. Contrary to the legends, it is not as simple to make another vampire by just biting someone. I'd like to avoid creating another vampire by mistake anyway. Tell me, how is it done? The process is dangerous. It could even kill your potential progeny. If you did decide to sire an offspring, they must drink of your blood, Jonathan. A vampire? Is that what I am? What we are? Such a crude word, defined by penny dreadfuls and drunken hacks. No. You are now an Ekon, and that you shall remain. Are you an Ekon too? Yes, I am. We are the closest thing to what man refers to as vampires. Forget what you think you know about us. So we are Ekons. How can I identify us amongst other vampires? How to put it? All Ekon are vampires. But all vampires are not Ekon. We are but a branch
of the immortal tree. Запутано. I bid you farewell. For now, my lady. I must quickly analyze the blood I took from Nurse Crane's patient. Razvan Vasily was infected by Spanish flu, but also has the highly unstable blood of the Skulls. Is the London vampire epidemic transmitted through the flu? I should talk to Dr. Swansea about it. Недавняя вылазка в Уайтчепел показала, каково приходится жителям Лондона. Им приходится всеми силами бороться против новой напасти. Причины и следствия неразрывного переплелись. Дороти Крейн решила прибегнуть к воровству и шантажу, чтобы забрать деньги на лечение бедняков. Но я сам видел, как она старалась спасти умирающего в своей крошечной амбулатории. Мы не сумели спасти больного, но теперь я убежден, что испанка связана с эпидемией вампиризма. Анализ показал, что кровь у Развана столь же нестабильна, как и кровь у Уильяма Бишопа. Нужно рассказать обо всем доктору Свонзи и попросить у него совета. Это потом сделаем. Наука. Теперь вы можете носить с собой 3 сыворотки. Число патронов увеличивается. Вы теряете контроль над собой и позволяете зверю управлять вами. Зверь телепортируется ко всем окружающим вас врагам и яростно атакует. Прикольно. Вы создаете вихрь теней у ног цели. Тени оживают, прерывает действие одного из врагов и наносит ему огромный урон. Вы концентрируете свою силу и заставляете кровь цели вскипеть. Кровь взрывается, нанося урон цели и всем поблизости. Интересно, какая цена? 1000. Я вот это возьму. Прикольная фигня. Ага, больше прокачать я и не смогу. И запас крови тоже не смогу. Блин, везде 600 требует. Ну ладно. Тщетный полицейский облав Уайтчепель. Наконец-то из слухов вокруг происходящего в Уайтчепеле складываются факты. Полиция подозревает, что в последние 3 месяца в этом районе процветала нелегальная торговля медикаментами. Но, разумеется, дальше подозрений дело не дойдет. Полицейские силы не были отправлены в Уайтчепел, чтобы положить конец контрабанде. Никаких запасов лекарств не найдено, никто из местных криминальных авторитетов арестован не был. Этот маскарад всего лишь жалкая попытка комитета здравоохранения при совете лондонского графства скрыть свою полную некомпетентность, изобразив легкую и простую победу, в то время как эпидемия лишь набирает обороты. И самое худшее, если вы обратите внимание на недавнюю статистику, вы обнаружите, что Уайтчепел справляется с болезнью куда лучше остальных частей города. Это чудо? Свидетельство, пусть нелегальной, но действенной врачебной помощи? Еще одно доказательство преступной некомпетентности властей? Я знаю только одно. Если житель Лондона имеет больше шансов пережить эпидемию в богом забытых кварталах, я готов сейчас же переехать в любую хижину, сняв ее у любого подозрительного домовладельца. S.L.A. Кто бы он ни был. Так, ну и на сегодня пока что все. Поиграли и хватит.